Мне не о чем рассказывать. Пойду к себе в комнату, проверю визор, найденный в том лагере. Так, визор, найденный у сынов Прометея, зашифрован. Но немного усилий, и я смогу его взломать. Да, есть. Элой, похоже, тебе в руки попало то, что тебе не принадлежит. Ты не удивлен меня увидеть? Ведь ты попытался сдать меня зенитом на полигоне Аида. Да нет. Узнав об одинокой охотнице, нападающей на лагеря Регалы, я понял, что ты сбежала. Скрытности ты не сильна. Предлагаю тебе держаться подальше от операций мятежников. Ты лезешь в то, чего не понимаешь. Что я понимаю, Сайленс, так это то, что ты поделился блокираторами с опасными людьми и развязал войну среди племен. Снова. Я положу этому конец. Что ж, как обычно, упрямо прешь вперед. Твои потуги лишь отсрочат неизбежное. Хочу предупредить, сыны Прометея очень настойчивы и хотят тебя убить. Теперь я ничего не могу с этим поделать. Ой, как страшно. Как же мне быть без твоей защиты? Тебе должно быть страшно, Элой. Ты просто не понимаешь. Но у меня есть дела поважнее, чем просвещать тебя. Желаю удачи в твоих плутаниях в тумане невежества. Когда-нибудь я заткну этого надменного ублюдка. Навсегда. Но сначала надо понять, зачем он делает то, что делает. Гляди-ка, кто тут? Нашла то, что искала? Нашла. Теперь мы на шаг ближе к битве с зенитами. Скорей бы. Как тут у вас обстановка? Как на войне. Варлова подружка хотела меня убить. Что ты натворил? Я просто пошутил. Про то, что они, часто едят траву. Как можно сражаться, когда желудок набит одними листьями с деревьев? Утару как-то справляются. Да, я не думал, что она такая шустрая. Главное, не поранься. А ты все копаешься в информации? Да, очень интересно. Так много слов. Я-то думал, может, удастся найти что-нибудь с картинками. Там такого мало. Но я узнал, что есть голофильмы. Это картинки, составленные в рассказ. Ты смотришь на них, и рассказ оживает. Азерам любят представления. Они бы немало заплатили за эти фильмы. Ты выяснил что-нибудь про сынов Прометея? Мои ребята наводят справки, но пока ничего. Я поручил авангарду следить за скрежетом и светом пустоши. На случай, если эти парни повезут там припасы. Правда, они
наверняка действуют скрытно. Да, и у них есть визоры. А с ними проще избегать патрулей и стражи. Постой. Когда мы познакомились, ты искала меня в Меридиане, потому что засекла виза Роллина своим, так? Значит ли это, что если я пойду в преграду с этой штукой, Сможешь засечь другие визоры. и если там будет Азерам с визором, значит он один из этих сынов? Неплохая идея. Да, они у меня бывают иногда. Ну, дай знать, если что найдешь. Конечно. Ты должен знать. Сайленс связан с сынами Прометея. Он передал им технологию перехвата машин. Я совсем не удивлен. Наверняка это часть его большого плана, да? Нам не привыкать их разрушать. Это точно. О, у тебя комплект для стычки? Может быть, мы сразимся? Серьезно? Давай. Погнали! Ну, поехали. Итак, попробуем. Ходи. Ну, мой черед. Выбывает. Ну, что у тебя? Ну-ка. А мы вот так. Теперь ты. Мой ход. Я все.
Хорошо, что удар по броне пришелся. Что же мне делать? Это и конец. Победа, наконец, моя. Дай знать, как захочешь сыграть еще. Полезно иногда отвлечься от забот, а? Мне пора идти. Ладно. Если что, я буду тут. Элой, ты нашла еще одну функцию геи? 2 есть, осталась 1. Хорошо, что она восстанавливается. А с Эрэндом вы тоже занимаетесь? Да, но уж слишком часто хочется воткнуть в него копье. Да, наслышана. Прошу, скажи, что ты это несерьезно. Конечно, нет. Уф. Но пару ребер я бы ему сломала. Он назвал Утару листоедами. Высмеивал нас за то, что мы фермеры и не можем за себя постоять. Каким-то образом это переросло в бой в общем зале. Он медлительный, но может и молот метнуть. Да не волнуйся. У нас вышла ничья. Пока что. В следующий раз завалю его, как старого хряка. Не поубивайте друг друга. Я просто должна поставить его на место. Нашла что-нибудь еще, копаясь в данных? Мы с Варлом изучали животных мира Притеч. Судя по всему, раньше было во много раз больше видов, чем в наши дни. Представляешь? Все бы отдала, чтобы увидеть их. Хотя бы голограммы. Но без Артемиды или Аполлона это нелегко. Успокаивает лишь то, что Гея использовала их внешний вид, когда создавала машины. Они живы в ее памяти. Мне пора идти. Да, надо же вернуть Гее ее функцию. А, вернулась. Как тут у вас обстановка? Как на войне. Варлова подружка хотела меня убить. Наслышана. Я просто пошутил. Про то, что они, часто едят траву. Как можно сражаться, когда желудок набит одними листьями с деревьев? Утару как-то справляются. Да, я не думал, что она такая шустрая. Главное, не поранься. Дай знать, если найдешь сынов Прометея в преграде. А я проверю лагеря мятежников. Береги себя.
Похоже, тут расположились Рент и Каталло. Похоже, мятежники отступают. Слабо. Привет. Элой, надеюсь, все хорошо, учитывая обстоятельства. Я справляюсь. Хорошо. Все еще болит? Боль приходит и уходит. Пытаюсь о ней не думать. Но сложно не заметить нехватку руки. Это трудно объяснить. Да вряд ли я и пойму. Просто сочувствую. Тогда благодарю тебя. Наверное, странно смотреть на все через визор. Теперь я вижу машины с новых сторон. Их силы и слабости открываются моему взгляду. Эта крохотная штука — самое могучее оружие из всех, что у меня были. Мне нужно идти. А мне тренироваться. Дверь не открывается. Похоже, Гея все еще не смогла получить доступ. Дверь не открывается. Похоже, Гея все еще не смогла получить доступ. Заперто. Похоже, Бета не ждет гостей. Интересно, Варл там с ней? Рада снова тебя видеть, Элой. Кажется, ты принесла Диметру. Дрон снова подключен.
Мне нравится. Мне нравится. Хороший выбор. Элой, ты можешь спуститься? Бета хочет тебе кое-что сказать. Ладно. Я сейчас. Элой, я получила доступ в новые помещения комплекса. Ясно. Привет, Гея. Это я. Здравствуй, Элой. Хочешь продолжить нашу беседу? Ты уже применила способности Диметры? Да. Мне удалось улучшить состояние почвы и временно восстановить баланс. Ты заметишь, что растительность в регионе пришла в норму. Может, теперь поля Песни Долины будут давать урожай? К сожалению, восстановление почвы в той области требует помощи духов земли Утару. Я обсуждала этот вопрос с Зо. Кажется, мы нашли решение. Да, я обещала ей помочь. И я пытаюсь понять еще кое-что. Зачем машины разносили металлические цветы Диметры? Будучи поврежденной,
Диметра таким образом защищала себя от роя роботов, пожирающего растительную жизнь. Считала, что чума Фаро не кончилась? Боялась ее возвращения. В ее программу нового засеивания Земли входила защита растительной жизни любой ценой. А если учесть, что она занималась этим 20 лет, думаю, ты еще не раз встретишь на своем пути плоды ее деятельности. Хорошо, что я теперь умею уничтожать эти заросли. Что ж, теперь рядом с тобой живут люди. Они изучают тебя, древний мир. Все почти так, как планировалось. До уничтожения Аполлона. Да. Пусть потеря базы данных Аполлона невосполнима, но в найденной тобой информации много полезных фрагментов. К примеру, Варл решил изучить последние записи людей, погибших во время чумы Фаро. Их предсмертные слова сильно омрачили его. Стоит за него беспокоиться? Думаю, нет. Я предпочла не вмешиваться, чтобы он смог сам все обдумать и прочувствовать. Лаборатория, где я нашла Диметру, входила в агрономический комплекс Фаро. Там они придумали преобразование биомассы и адамантовый венок. Элизабет знала об этих работах? Судя по всему, она была в курсе других попыток победить рой машин, но все внимание уделяла только новому рассвету. Логично. Но они же доделали свои венки. Если бы они успели применить их против чумы Фаро... С помощью найденных тобой данных я провела несколько симуляций и пришла к выводу, что их ожидал провал. Во всех возможных сценариях боевым машинам Фаро удавалось вовремя взломать и отключить венки. Рой все равно победил бы. Значит, только новый рассвет им мог помочь. В оранжерее мы нашли много информации о сельском хозяйстве. Как думаешь, ее хватит, чтобы спасти земли Квен? Запускаю анализ. Готово. В данных содержится много знаний о новейших принципах земледелия, которые пригодятся племени в перспективе. Но богатый урожай не спасет весь мир. Это наша задача. Верно. Я пойду. Тогда до свидания. Опять видел барахлит. Все в порядке. Могу взглянуть, если хочешь. Не, он работает. Надо только щелкнуть по нему пару раз. Хм, кажется, дверь теперь открыта. Тут много оборудования. Гея! Что это за место? Это комната управления огромными запасами семян в комплексе. Отсюда сотрудники Центра управления Набросал чертеж агролаборатории. Там нужно разместить огромные запасы семян. Мои любимые? Номер 626. Колотропис гигантия.
Короноцвет. У нас такие росли на заднем дворике. Вокруг всегда порхали бабочки. Каждое утро Август бегал к ним и заглядывал под листья, чтобы посмотреть, не появились ли новые коконы. Что ж, приятно думать, что в будущем они будут цвести повсюду. Меня должны были наблюдать за сбором урожая на фермах, зовущихся сейчас Песней долины. Понятно. Судя по этим данным, под комплексом все еще хранятся 1000 образцов семян растений. Расспрошу про них Гею в следующий раз. Похоже, питания здесь и не было. Дверь просто сломана. Похоже на техническое помещение. Куда ведет? Энергоячейки. Ха. Дверь не открывается. Но если подвести питание... Готово. Элой, тут зажглись какие-то огоньки. Это ты сделала? Что? Привет! С днем рождения, Айзек! Папочка тебя очень любит, крепыш! Она нашла запись среди данных с твоего виза. Она часто ее смотрит. Запись ее успокаивает. Знаешь, раньше я тоже ее часто смотрела. Когда хотелось забыть о проблемах. Папочка тебя очень любит, крепыш! Но ты хотела что-то сказать мне? Когда ты ушла, я спустился проведать ее. Мы разговорились. Да, Бета? Она обдумывала, как захватить Гефеста, изучала данные Геи, но мы стали говорить и о других вещах. В общем, попытались лучше узнать друг друга. И она рассказала мне, что одна из зенитов отличается от остальных. Тильда, ты видела ее? На полигоне Аида. Продолжай. По пути на Землю. Зениты не говорили со мной лично. Мой наставник учил меня называть их покровителями. И обещал, что после обучения я смогу с ними встретиться. Что потом? Однажды в моем интерфейсе открылся виртуальный мир. И там
Меня ждала Тильда. В цифровой копии дома, на утёсе, с видом на океан. Он был прекрасен. Она показала мне картины, книги, медиафайлы. Мы часто тайно встречались там. Но через пару месяцев перестали. Ты знаешь почему, Бета? Я нашла информацию о Тильде на полигоне Аида. Думаю, она была связью между Зенитом и Новым Рассветом. Она хорошо знала Элизабет Собак. Может, поэтому она с тобой общалась? Что еще ты знаешь о Тильде? Она любила поговорить о картинах. А о себе говорила, о своей жизни на Земле, как она попала к Зенитам и прочее. Она мало рассказывала о себе и злилась, когда я слишком много спрашивала. Но, думаю, на Земле она была опытным программистом, раз создала виртуальный мир втайне от других зенитов. Ты знаешь о ней что-нибудь еще, что нам могло бы пригодиться? Она была первым человеком, который говорил со мной. Я не оценивала ее сильные и слабые стороны. Тильда связалась с тобой через виртуальный мир? В моем интерфейсе обучения появилась новая задача. Когда я ее открыла, случилась серия программных сбоев. Я поняла, что это был шифр транспозиции. Инструкции, как открыть новый виртуальный мир. Когда я вошла в него, привычный интерфейс исчез. Вместо голографических учителей и файлов я увидела точную копию ее дома. И ты уверена, что другие об этом не узнали? Для них это выглядело, будто я учусь. Одна. Этот тайный виртуальный мир был домом с видом на океан? Я видела гребни волн и слышала, как они разбиваются о скалы. И чайки кричали в небе. А в доме были рамки с ее любимыми картинами, которые менялись вместе с освещением. У нее было любимое кресло. Тильда сидела в нем и смотрела вдаль, пока я изучала дом. Мы проводили там целые часы. Я не хотела уходить. Ты сказала, что Тильда показала тебе картины, а также медиафайлы? Каждый раз она показывала новую картину. Думаю, она была голландкой. Ее любимые полотна относились к золотому веку их живописи. Портреты, аллегории, морские пейзажи. Очень много картин. Тебе не понравилось? Мне понравился медиапортал. В нем было столько всего незнакомого. Клипы, шоу, голозаписи. Мне нравилась программа «По второму кругу», про то, как сын вернулся домой, пропав во время кризиса горячей точки. Ясно. А в том портале было что-нибудь о самих зенитах? Что-нибудь полезное? Нет. Вся информация о них была скрыта. Тильда создала виртуальный мир для общения с тобой. Дом на утёсе. А потом закрыла его. Кроме знакомства с Элизабет, почему еще она могла это сделать? Не знаю! Ясно? Я перебирала причины того, что она меня бросила, но я не знаю, что я сделала не так! На моей встрече с зенитами она молчала. Она на меня даже не взглянула. Все это не важно. Тильда такая же, как они, и не поможет победить их. Ясно. Тогда не будем об этом. Что
Что такое? Я стараюсь, Варл. Но с ней так тяжело. Я каждый день сражаюсь. Я рискую своей жизнью, а она только прячется тут и ноет, что надежды нет. Я понимаю, ей было тяжко. Но нам нужна помощь, а не нытье. Обычно кажется, что у тебя все под контролем, и я забываю, как сложно тебе бывает. В смысле, недавно ты едва ходить могла после боя с зенитами. Кстати, когда я вытащил тебя из воды у того полигона, ты все повторяла имя Раста, но ты не говоришь о нем. А он тебя вырастил, воспитал. Ты скучаешь по нему? Конечно, скучаю. Но сейчас нет времени думать об этом. Мне нужно вернуться к делам. Ладно. Бета привыкнет в итоге. Гея говорит, она много знает о новом рассвете. Может, сейчас ей просто нужно время, и потом она поможет нам с Гефестом. Хорошо. Но надежды на это мало. Ты уверен, что сказано именно так? Говорю тебе, это сода. Элой, у тебя все хорошо? Вы с Варлом что-то долго торчали там внизу. Да все нормально, вроде. Ну, лады. Я могу чем-то помочь? Вижу, кто-то тут в стычку играет. Да просто тренируюсь понемногу. Она от забот отвлекает. Сыграл бы, скатала. Эта игра Тенакт может научить чему. Ага, Тенакт. А если выиграю, он меня не прибьет? Не прибьет. Это запах Эля? Притащил немного из скрежета горы. Столько всякого происходит, немного выпивки не повредит. А кроме того, хорошее пойло всегда отлично сближает людей. Так частенько говорила моя сестра. Если хочешь, угощайся тоже. Может, в другой раз. Похоже, ты привыкаешь к своему визору. Полезная штука. Когда могу хоть что-то понять. Я узнал, что предтечи любили выпить не хуже нашего. Только им напитки машины подавали. В барах. И они не наливали тем, кто уже готов под стол свалиться. А зачем тогда пить? Я бы ни одного из этих роботов к своей выпивке не подпустил. Мне пора идти. А я снова читать буду. Ты береги себя. Ничего. Просто ты такая красивая.
Похоже, питание снизу подведено к этим голограммам. Ты не против поболтать? Конечно, нет. Ты уже общался с Эрендом? Не подвернулось случая. Видел, он притащил сюда Эль с Востока. Он у них горький, как бальзамник. Человек ко всему привыкает. Я был бы не против его отведать. Эренд будет не прочь поделиться. Как тебе наш лагерь? Наверное, привыкнуть непросто. Это хороший военный штаб, вполне пригодный для тренировок. Но тут не хватает красок. Это правда. Мне пора. Если нужна будет помощь, скажи. Хорошо. Спасибо. Привет. Поговорим? Конечно. Ты в порядке? Я просто думал о Бетти. Она столько времени провела с зенитами. Только подумать. Создать человека и запереть его в комнате, чтобы потом использовать как какой-то инструмент. Элизабет Собек пожертвовала собой ради мира. И они при этом относились к Бетти как к рабыне. Еще один повод помешать им. Как обучение? Каждый день узнаю что-то новое о нашем прошлом. Когда мы познакомились, ты спросила, думал ли я когда-нибудь, каким был мир во времена предтеч. Тогда я решил, что ты странная. Но все изменилось с тех пор, как я покинул объятия. Теперь я просто пытаюсь примирить все то, что я знал раньше, с тем, что я знаю сейчас. Меняться сложно. Но со временем привыкаешь. Не верится, что мы столкнулись с теми самыми зенитами, что 1000 лет назад улетели на Сириус. Жить так долго — это против природы. Так и есть. Оружие, что мы нашли в укрытии Беты, сможем его применить против них? Сайленс лишил нас этой возможности. Почему он позволил зенитам тебя поймать, если он мог их убить? У Сайленса всегда есть причины. Мы их просто пока не знаем. Как тебе эта Тильда, о которой говорила Бета? Из ее рассказов мне показалось, что эта Тильда что-то хотела от Беты. Может, дело в том, что она клон Элизабет? Но вряд ли она получила то, что хотела. Если бы мы поняли, о чем речь... Не знаю. Мне не кажется, что Тильда с Элизабет были подругами. Что ж, хотя бы можно порадоваться, что зениты не доверяют друг другу. Пожалуй. Ты говорил о Расте. Помнишь? Я думаю о нем. Часто. Он жил мной. И отдал мне все свои силы. И не только. Когда Аид понял, кто я, и послал затмение меня убить, Раст пожертвовал ради меня жизнью. Как будто 100 лет прошло. Так много всего случилось. То, чем я занимаюсь, думаю, он не смог бы понять и половины. Священная земля была его миром. И мне нельзя все время горевать о нем. Слишком многое на кону. Я понимаю. Иногда я думаю о своей сестре. О том, кем бы она стала, если бы выжила на инициации. Это больно. И я заставляю себя забыть о ней. Но только на время, Элой. Нельзя забыть навсегда. Воспоминания возвращаются. Особенно самые важные. Я знаю. Но сейчас есть дела намного важнее. Это правда. Мне пора идти. Если что, мы будем здесь. Элой, Привет.
Как идут дела? Хорошо, но Варл сказал, Бетти тяжело привыкнуть к жизни рядом с нами. Я бы хотела как-то помочь ей. Не уверена, что выйдет. Плоды зреют не сразу. Она должна почувствовать наше тепло. Я могу как-то помочь вам здесь? Да нет, мы справляемся. Все хорошо? Вы с Варлом уже давно дружите? Ну да, давно. Скажи мне, что ты знаешь о его матери? Оу. Все так плохо? А что тебя интересует? Он рассказывал о сестре, Вале, но я заметила, что о матери он не вспоминает. Она военный вождь Нора. Лучший воин во всем племени. Грозная, как Громозев. Но иногда она бывала очень жесткой. Ясно. Нелегко ему пришлось. Спасибо, что сказала. Глупо, что я сама не спросила у Варла. Не переживай. Он боится, Сона нагонит на тебя страха. Пусть попробует. Что планируешь изучать? Пока не знаю. Я просила Гею предложить что-нибудь, и она прислала данные из какого-то музея. Как я поняла, предтечи хранили в них знания, и все могли ознакомиться с ними. Как ты сейчас предлагаешь нам? Может, однажды люди будут приходить сюда, чтобы чему-нибудь научиться? Тут будет тесно, но мило. Зениты издевались над Бетой. Но, кажется, Варлу она доверяет. Представь, она сказала ему, что все зениты бессмертны. Предтечи, которые вырвали себя из цикла рождения и увядания. Это же так самовлюбленно. Не отдавать земле свои тела. Не позволять новой жизни расцвести на их месте. Это же подло. Мне пора идти. Удачи в поисках. Приветствую. Привет, Гея. Опять я. С возвращением, Элой. О чем поговорим? Все эти зениты. Джерард, Эрик, Тильда и Вербена. Бета сказала, они были среди самых влиятельных людей Земли. Думаю, Элизабет была знакома с Тильдой. Она не упоминала о ней? Нет. Элизабет часто говорила о работе, рассказывала о матери и о своем детстве. Но ни о какой Тильде она со мной не говорила. Из вашего с Бетой опыта мы можем заключить, что зениты не погнушаются ничем на пути к цели. Чтобы спасти жизнь на Земле, их нужно остановить. Я поговорила с Бетой. Толку мало. Мне кажется, толк есть. Судя по ее словам, зениты управляли каждым аспектом ее жизни, хоть и не общались с ней. И эта Тильда была первой, с кем она могла поговорить. Резкий разрыв таких отношений может быть эмоционально болезненным. Да, ты права. Я нашла данные в одной из открытых комнат. Там сказано, что под этим объектом спрятаны банки семян. Зачем они? Моя предшественница должна была насытить биосферу первичными и вторичными видами растений. Если бы все пошло по плану, в дальнейшем люди могли бы сами засадить земли растениями третьего порядка. Мы можем это сделать? К сожалению, в данный момент нет.
Чтобы приступить к высадке запаса семян, мне понадобится контроль над новыми машинами. А для этого нужен Гефест. Тогда займемся этим позже. Я, наверное, пойду. Приятного тебе пути. Да серьезно? Предтечи надевали клинки на ноги и... Танцевали на льду, Звучит очень опасно. но при этом здорово. Нельзя отвлекаться на холод.